Всем привет, дорогие друзья, подписчики и новые зрители. Добро пожаловать на мой канал Искрберд. И сегодня я подготовил для вас самый большой туториал, который только есть на моем канале. Так что перед просмотром можешь сразу заварить себе чаечку или кофеечку и взять побольше всяких вкусняшек, такие прям только любишь. Усаживайся поудобнее. Желаю тебе приятного просмотра. Начну с того, что все видео будет сопровождаться моей речью и комментариями. Это на канале я решился сделать в первый раз. Надеюсь, вы это оцените и напишите какой-нибудь комментик. Мне будет очень приятно их все почитать. Итак, как по названию уже могли догадаться, видеоролик будет посвящен такой игре, как Angry Birds Go. Да, помню времена, как с друзьями по сети в нее играл, даже на перегонки сюжетку с ними проходил. Вы просто не представляете, какая это ностальгия. Короче, эта игра по праву считается мне лучшей 3D-гонкой детства. Да еще и с героями любимой мной легендарной франшизы Злых птичек и Зеленых поросят. Да вообще вся эта вселенная старых игр Angry Birds была у меня фаворитной с детских лет и на сегодняшний день тоже. Когда-то давно я снимал видео про получение эксклюзивных XMS машин, которые выдавались в праздничных обновлениях в какой-то небольшой промежуток времени. Многим это видео помогло и понравилось, чему я был несказанно рад. Но вот проходит время, и в комментариях под тем видео стало проскакивать все больше и больше ответов по типу, что праздничные версии игры перестали запускаться, выдавая ложную ошибку соединения и не загружали дополнительный кэш при загрузке игры, как это было раньше. После серфинга в интернете я наткнулся на ответ на форуме 4PDA и узнал от одного пользователя, что разработчики удалили кэш серверов игры, что очень огорчило как и меня, так и новых зрителей. В этом печальном событии я в комментариях тоже некоторым людям писал. И вот ради ностальгии и приятных воспоминаний я решил поделиться с вами моим суперским бэкапом в Angry Birds Go, который включает в себя мод плюс хак и все XMS машины, которые я получал в видео, а также еще много других особенностей. Не буду больше тебя томить и приступлю к показу установки когда-то суперской и классной игры. Погнали! Начнем с того, что данный способ в обязательном порядке требует root права. Их еще называют правами суперпользователя. Если ты продвинутый пользователь Android и твое устройство имеет эти права, то поздравляю тебя, ты красавчик и можешь смотреть видео дальше. Если у тебя девайс этих прав не имеет, то загугли, как их получить именно на твое устройство. Также соболезную владельцам новых Huawei и Honor, потому что вы получить root на сегодняшний день никак не сможете. Если хотите, то можете закрывать видео. Хотя постойте, для вас альтернативным вариантом может быть загрузка эмулятора Android на Android. Да что ты, черт побери, такое несешь? Да, это действительно так. Как бы это странно ни звучало. На том же сайте 4PDA найди модификацию программы Wemos с открытым root доступом. Ссылочку на него и на инструкцию по установке я оставлю в описании. И установи ее, и дальше можешь спокойно продолжать просмотр видосика. Напомню, чтобы скачивать файлы с сайта и пользоваться им по полной, тебе нужно будет на него войти или же зарегистрировать новый профиль. Ну а если же ты отдаешь больше предпочтения компьютерам или ноутбукам, то на них тоже существуют эмуляторы, начиная от Andy, заканчивая Memu, Noxом или же BlueStacks. Это было предисловие, а дальше будет то, ради чего мы все тут собрались. Итак, что же тебе потребуется для успешной установки? Во-первых, это наличие свободного места на устройстве. Если быть конкретнее, то более 1 гигабайта памяти. Во-вторых, тебе нужно будет перейти по ссылке в описании, которая все так же ведет уже на знакомый тебе сайт 4PDA. Для интереса можешь прочитать этот пост, ну а в самом его конце будет та самая заветная ссылка на Яндекс.Диск. Далее ты просто скачиваешь архив. Он состоит из 5 файлов. В числе их также присутствует туториал в текстовом виде на 2 языках. Так что если тебе что-то будет непонятно из видео, ты всегда можешь к нему обратиться. Ну и в-третьих, это программы файловые менеджеры. Рекомендую использовать Root Explorer или же ES проводник. А также программу для восстановления резервных копий под названием Titanium Backup. А после всех этих действий уже можешь открывать эту суперскую утилиту. После первого запуска
Программа автоматически создаст папку со своим названием в памяти твоего устройства. После чего в эту папку сбрось 2 архива и 1 файл, необходимый для работы Titanium Backup. Далее запусти саму утилиту, переходи в раздел резервные копии и пролистай в самый низ. И там ты увидишь название игры Angry Birds Go, которая написана перечеркнутым шрифтом. Смело жми по нему и нажми на кнопочку «Восстановить» и выбери пункт PO плюс данные. После чего жди, когда программа завершит процесс восстановления всех данных игры. Как только программа завершила работу, то смело можешь ее закрывать и увидишь, как на твоем рабочем столе появится ярлык с установленной игрой Angry Birds Go. Теперь ты можешь спокойно ее запускать. А далее играй в свое удовольствие. Хочешь в раунды испытаний, хочешь в зимнюю карту. Вот давайте Sub-Zero, например, откроем. И вот здесь, как мы видим, у нас есть карты XMS MK2 и самая первая XMS машина Sunny Santa. Это же не прелесть, блин, для олдов это такой классный и четкий подарок. Захожу в первую локацию, тут видим тоже карт Споки. Карт Споки это на Хэллоуин, карты Турки это на День Благодарения. Теперь в вторую главу Rocky Mountain, здесь как видим карт Манки в честь года обезьяны. Так, ну здесь все по китайскому лунному календарю делалось. Разблокирован режим Дженга, также есть ежедневный турнир и ежедневное событие, которое доступны только с интернетом. Ну что ж, на этом в принципе и все. Желаю тебе приятной игры. Для тех, у кого Titanium Backup на процессе восстановления игры зависает. В основном такое случается на стареньких устройствах, либо может у тебя памяти не хватает. Проверь обязательно, чтобы у тебя по-любому около гигабайта свободного места было. Если у тебя эти условия выполняются, но все равно не восстанавливается игра, то попробуй следующий способ. Просто распакуй 2 архива, в одном из них будет APK файл, а в другом соответственно папка со всеми данными. Вот эту папку с данными com.rovi Angry Birds Go, отправь ее с разрешением rvxxx по пути data. Устанавливай сам APK файл. После его установки у тебя будет тот же самый результат, что и при восстановлении через Titanium Backup.
мой самый большой туториал с подробными объяснениями уже подошел к концу. Спасибо тебе огромное за просмотр. Надеюсь, что данное видео тебе понравилось, и ты с уверенностью прожмешь на нем кнопку лайка и подписки. Также про колокольчик и комментарий не забывай. Ну а мне пора прощаться. Желаю тебе уйму положительных эмоций, приятных воспоминаний и всего самого наилучшего. С вами был Искра Бёрд. До новых встреч, ребята, и всем пока!